В Армении, на Спитакском кладбище посреди множества могил с одинаковой датой смерти, 7 декабря 1988 года, есть одна неприметная могила без фотографий на памятнике. Там нет даже фамилии, написано лишь имя – Жужа. Историю собаки знает едва ли не каждый армянин. Она была обычной дворовой собакой, довольно неприглядного вида со свалявшейся шерстью. Жила в подвале дома, жители которого ее подкармливали. Как же так получилось, что собаку похоронили на одном кладбище вместе с людьми во время страшного землетрясения 1988 года, которое произошло в Армении и унесло жизни 25 тысяч человек, небольшая дворняжка Жужи совершила настоящий подвиг. Она спасла жизнь ребенку, годовалой девочке Лале, с которой они вместе оказались под завалами. Целых 4 дня собака согревала малышку своим теплом и, вероятно, кормила своим молоком, у нее перед трагедией были щенки. Ведь иначе чудесное спасение ребенка трудно объяснить. Когда спасатели искали людей, они устраивали минуты тишины, чтобы услышать живых людей под завалами. Жужа в такие минуты начинала отчаянно выть. Но спасателям было не до животных, ведь люди важнее. И тогда Жужа сделала то, чего никогда не делала раньше, слегка прикусила ребенка. Девочка заплакала, и ее плач был услышан. Заплаканную малышку и измученную собаку достали из-под завалов. Спасатели сначала хотели убить собаку, не разобравшись, что к чему. Но брат Лалы, Рустам, который частенько подкармливал собаку, узнал ее. Мальчик понял, что это именно она спасла его сестренку, которую уже все считали погибшей. К сожалению, родители Лалы и Рустама погибли, детей забрали к себе бабушка и дедушка. Взяли они к себе и спасительницу Лалы. Жужа прожила в семье еще 12 лет. А когда умерла, Лала и Рустам похоронили ее на Спитакском кладбище, рядом с жертвами землетрясения, считая, что она заслужила быть похороненной рядом с людьми.